здесь уживаются все со всеми. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Солнечного Маньяка. Ну а мы находимся в крайне необычном месте. В том самом месте, о котором некогда великий полководец Александр Македонский сказал: все, что говорили мне об этом городе, чистая правда, кроме одного. Он оказался еще прекраснее и еще удивительнее, чем я себе его представлял. Конечно же, друзья мои, речь идет об удивительном городе, о центре вселенной во всех смыслах, который пережил на себе и греческую империю, и Чингисхана, и монгольское нашествие, и османов, и даже Великую Армению, и Российскую империю, и Советский Союз, и многое-многое другое. Один из центральных городов на Шелковом пути. Конечно же, великий, замечательный, радушный город Самарканд. И в этом ролике, друзья мои, мы будем исследовать этот город. Мы попытаемся понять, почему же он настолько толерантный, почему он является самым безопасным в мире и почему здесь практически никогда, даже во Вторую мировую войну, не было никаких разрушений. А пока подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. Но для начала нам нужно добраться до этого удивительного города. Наш путь начинается с главного вокзала Ташкента, с которого мы на комфортабельном поезде за несколько часов добираемся до пункта нашего назначения. Ну что ж, друзья, буквально 3 часа, и мы уже на месте. И на самом деле здесь уже ощущается абсолютно другой, несколько другой климат. В этом городе не только другой климат, но и в отличие от многих других мест, огромное количество достопримечательностей всех эпох. А их исследование можно начинать практически сразу при выходе из здания вокзала. Друзья, мы еще не доехали до центра города, но уже мы видим прекрасный, замечательный музей, да, судя по вот этим вот шикарным вазам. И это музей истории и культуры Самарканда. Выглядит он, конечно, очень большим, но надеюсь, что нам хватит времени на то, чтобы изучить его и все-таки погрузиться в это. Такой ансамбль статуй стоит впереди него. Самарканд можно считать таким же древним и богатым на историю городом, как Афины, Рим или Багдад. Он был основан еще в 8 веке до нашей эры и являлся столицей древнего государства Согдиана, которое описано в книге зороастрийцев Авеста. Впоследствии город переходил из рук в руки то к грекам под предводительством Александра Македонского, то к хионитам, кидаритам, эфталитам, тюркскому каганату, саманидам, Чингисхану или Российской империи. Богатое присутствие на этой земле различных племен, народов и династий доказывают результаты археологических находок. Смотрите, какие здесь нашли монеты. Огромная коллекция. И все они принадлежат разным древним эпохам. То есть тут и греческая цивилизация, и Тигран I, то есть это уже Великая Армения, и многие другие. Да? То, что было дальше, парфяне. И все это нашли здесь, на территории современного Самарканда. Кроме того, огромный след в истории и внешнем облике города оставила и исламская культура, яркие отпечатки которой можно также обнаружить в залах музея. Какая-то традиционная роспись. Принято было украшать ею мечети в эпоху саманидов. Да, вот то, что осталось, на самом деле роскошно выглядит. Но это примерно уже 15 век, конечно, нашей эры. И вот так были украшены ими стены обычно состоятельных людей, конечно же. Несмотря на столь пестрое разнообразие ключевых правителей города, можно с уверенностью заметить, что современный облик Самарканд, как и другие города Узбекистана, принял во времена правления одного великого непобедимого правителя, который в дополнение к этому является уроженцем именно этого места. Друзья, на секунду отвлекитесь и подумайте, задайте этот вопрос сами же себе. Какого правителя вы считаете самым успешным в истории? Кто-то скажет, что это какой-нибудь Тутанхамон. Кто-то, наверное, задумывается и подумает: нет, это легендарный царь Соломон. Ну а кто-то, любитель истории недавнего времени, может сказать: конечно же, Владимир Ильич Ленин. Но у меня тогда к вам аналогичный вопрос, встречный, так сказать. Все ли из этих правителей были настолько успешными, чтобы не проиграть ни одной своей битвы, ни идеологической, ни военной, ни захватнической?
И если ваш ответ отрицательный, потому что все из перечисленных мною правителей и, вероятно, перечисленных вами правителей хоть раз, хоть в чем-то давали промах, то я вам расскажу о самом успешном правителе. Конечно же, об Амире Тимуре. Этот легендарный человек не проиграл ни одной войны в своей жизни. Все походы его были исключительно помпезными, исключительно захватническими и исключительно успешными. Благодаря многочисленным тактикам, благодаря хорошей стратегии и благодаря эффекту неожиданности, который он использовал. Именно поэтому этого человека, этого правителя здесь невероятно чтят. И большинство достопримечательностей, большинство мест здесь и в других городах Узбекистана посвящены именно ему, потому как родился он недалеко от Самарканда. Подробнее о биографии Амир Тимура я рассказывала в своем ролике о Ташкенте. Ссылка на него будет внизу, в описании. Здесь же, находясь около такого значимого места, его мавзолея, остается только в очередной раз поразиться тем территориям, которые ему удалось захватить и подчинить своему влиянию. Территория – это государство Тимура. А желтые – это вассали, которые давали данность. То есть они платили, да, ему за... Как уже было сказано ранее, Амир Тимур умудрился одержать решительную победу в каждом из своих многочисленных походов. Все это стало возможным не только благодаря его смекалке и тактике по неожиданному нападению на соперников, но и благодаря смелым воинам, каждый из которых искренне рвался в бой и верил в победу над любым по силе врагом. По легенде говорят так, что когда Амир Тимур пошел в поход, в первую очередь собрал всех воинов вокруг этих чаш, заполнял гранатовым соком. Воины по перлушку пили гранатовым соком. После этого начинали поход. После того, как завоевали город или страну, заново приходили и тоже заполняли гранатовым соком. Воины, которые пришли с похода, пили по перлушку. В конце, сколько остается гранатового сока, примерно знали, сколько воин погибло на войне. Сам мавзолей великого узбекского вождя такой же помпезный, как и герой, которому он посвящен. А каждый элемент здесь и часть декорации имеет особое символическое значение. Насчет ребер 64 ребер. Есть такие люди, которые говорят, что именно 64 ребер означает возраст нашего пророка. Наш пророк умер в возрасте 64. Внутри убранство еще роскошнее, чем снаружи. Мрамор, золото, бриллианты. Великому человеку, как говорится, великое ложе. Где же еще может находиться могила Амир Тимура и его родных, если не здесь, друзья мои? Так, друзья, очень интересный факт, как определить священную могилу действительно важного человека. Над ней должен быть вот такая вот удочка огромная. Это традиция монгольского происхождения, то есть монголы так стали делать. И вот мы понимаем, что это священная могила. С могилой Амир Тимура связана одна мистическая история. Легенда гласила о том, что тот, кто откроет крышку этого гроба, будет проклят навсегда, а в мире произойдут катастрофические события. Однако группа советских ученых, желая провести экспертизу и составить точный портрет этого непобедимого лидера, скептически отнеслась к такому предостережению и сделала это аккурат 21 июня 1941 года, как раз за день до начала Великой Отечественной войны. Как думаете, было ли это просто совпадение или действительно тело Амир Тимура не зря окутано ореолом злого рока? Пишите вашу версию в комментариях, а мы отправляемся исследовать владения тимуридов дальше. Молодые люди, которые смотрят сейчас это видео, ответьте себе на вопрос, на какой подарок, самый дорогой в мире, вы готовы решиться, чтобы порадовать свою любимую девушку или жену. А великий Тимурид или Амир Тимур, естественно, не обидел ни одну из своих жен. Ну а самую любимую, как говорится, увековечил в вот таком замечательном мавзолее. Мы сейчас находимся в мавзолее, называется Биби Ханум. И так звали Биби, да, жена его величества, как говорится, или великого эмира-завоевателя. Именно она попросила, чтобы построили здесь мавзолей на этом месте. И случилось это именно в тот момент, когда Тимур находился в одном из своих походов. Когда он вернулся, он был вне себя от ярости, потому как он далеко не горел желанием строить здесь никакой мавзолей. И тут же сказал, что за черт приказал построить здесь этот мавзолей. Но когда узнал, что это была его собственная жена, естественно, он никого не казнил. И теперь мы можем любоваться еще одним шедевром археологического и архитектурного, и, естественно, расписного искусства.
По замыслу жены Амир Тимура, эта мечеть должна была стать самой величественной постройкой города. С ее возведением связана очень интересная история. Зодчий, которому было поручено строительство, влюбился в царицу и оттягивал окончание работ, хотя Биби Ханум очень торопилась и желала все закончить к возвращению супруга из похода в Индию. В ответ на недовольство правительницы Зодчий сказал, что закончит работу вовремя, если она даст себя поцеловать. Тогда царица приказала слуге принести яйца, раскрашенные в разные цвета, и сказала зодчему: «Посмотри на эти яйца. Только с виду они разные, а внутри одинаковые. Таковы и мы, женщины. Я могу подарить тебе любую из рабынь, которую ты пожелаешь». Тогда зодчий попросил принести ему 2 бокала. Один из них он наполнил водой, а другой – белым вином. «Посмотри на эти бокалы. С виду они одинаковые, но если я выпью один, то ничего не почувствую. Если выпью другой, он обожжет меня. Такова любовь». Царице ничего не оставалось сделать, кроме как исполнить желание мастера, а мечеть, в свою очередь, получилась поистине грандиозной, хотя и слабо сохранилась до наших дней. Друзья, ну вот здесь мы видим старые фотокарточки, как выглядел собор, получается, до реставрации. Мы видим, что весь орнамент, он, в принципе, сохранился. Ну вот даже более старые карточки, да. Вот он как плохо сохранился, и здесь все равно есть орнамент. То есть его не полностью расписывали с нуля, да, и придумывали, какие цвета. Вот и сейчас он выглядит так. На этом усыпальницы, мечети и мавзолеи ближайших родственников Амир Тимура не заканчиваются. Да и жен у такого масштабного правителя, разумеется, было несколько. Поэтому мы отправляемся на так называемую улицу Кладбища, где и располагаются гробницы жен, детей и других высокопоставленных особ времен тимуридов. Друзья, смотрите, это просто синий рай. В каждом этом здании, в каждой этой двери находится свой собственный мавзолей. Сюда можно заходить внутрь, и я нахожусь как будто в арабской сказке, реально. Этот фантастический комплекс Шахи-Зинда состоит из 11 мавзолеев, которые были построены друг за другом в XIV-XV веке. Считается, что начинается эта аллея великих людей с мнимой могилы двоюродного брата пророка Мухаммеда Кусама ибн Аббаса, который был одним из первых проповедников ислама в Самарканде и был убит во время молитвы персами-зороастрийцами. Тем не менее, другие гробницы в этой плеяде принадлежат не менее, а зачастую и даже более мистическим и великим персонам. Неизвестный мавзолей. Неизвестный мавзолей? Реально. В любом случае, чья бы душа ни была упокоена в этих мавзолеях, останавливаться можно буквально в каждой из усыпальниц и часами любоваться изяществом плитки и ее росписью. Здесь одна керамика. Керамика – это одна из экспортных статей, кстати говоря, Самарканда. И видно, почему здесь, особенно в этой комнате, ты это отчетливо понимаешь. И вот эти узоры, боже мой. Мне кажется, если смотреть на них, это как та самая картинка, когда ты смотришь очень долго, и потом тебе кружится просто голова, и все остальное кажется таким же. Вот. Они как будто перемещаются. Ты как будто в музее иллюзий. Да? Любуясь шедеврами архитектурного мастерства, здесь можно найти ключ к исполнению всех самых сокровенных желаний. Когда поднимаетесь, считайте ступеньки. Когда спускаетесь, тоже считайте ступеньки. Если выходите одинаково, загадайте. Мечты, которые вы загадали, сбудутся. Поэтому, начиная отсюда, загадываем желание, поднимаемся наверх. А если будут разные, то тогда что? Заново будете считать. Наше желание, по идее, должно сбыться. А пока мысли постепенно материализуются и становятся частью реальности, мы отправляемся в самое сердце города, на площадь Регистан. Как же приятно находиться на этой поистине самой замечательной и красивой площади. Конечно, сюда можно приходить в разное время суток, потому как вечером здесь проходит настоящее вечернее шоу с огнями, все это освещается. Именно здесь проходят все лучшие фестивали, концерты и многое другое. Но что самое интересное? Первый момент – оба этих здания являются медресе. И они, конечно, расположены, как вы видите, друг напротив друга, чтобы соблюдать симметрию.
Есть некоторые отличия в узорах или в орнаменте, но тем не менее. И второй интересный факт. Тот самый известный индийский Тадж-Махал был выполнен в той же технике, что и тот самый купол, который находится позади меня. То есть всю эту технику строительства, архитектуры в целом придумали тимуриды, придумали именно здесь. И можно сказать, что все остальные, в том числе и Тадж-Махал, скопировали уже эту технику. Эту живописную площадь можно считать главным местом города. И хотя сейчас оно выглядит так помпезно, значение его названия многое может рассказать нам о том, что было здесь до великих сооружений тимуридов. Дали название Регистан. Реги – это песок, стан – место, песчаное место. Действительно, медресе на песчаных барханах появилось значительно позже, однако уже даже в далекие времена, когда никаких величественных построек тут не было, площадь использовалась для оглашения указов хана, публичных казней, сборов армии, а также проведения праздников. 3 медресе, которые мы видим на площади сегодня, возводились 2 правителями в разное время. Третьего медресе, получается, не было. То есть были вот эти 2 друг напротив друга, а там просто был рынок. И вот этот вот тот, что с большим куполом, посередине построили уже позже. Это фото 30-х годов. В конце 17 века Самарканд пережил сильный экономический упадок, из-за чего многие исторические постройки, в том числе главная площадь города, заметно пострадали. Лишь в 1875 году Самарканду вернули былое торговое значение, а площадь Регистан выровняли и замостили. Тем не менее, с приходом советской власти деятельность этих медресе как духовных школ была законодательно запрещена. И в наши дни мы можем только мысленно представить, что же происходило в этих величественных стенах несколько столетий назад. Так, ну вот, пожалуйста, как проходил весь учебный процесс. Здесь люди учатся. И также, конечно же, топят печку, и чтобы наверху было тепло. Потому что на 2-м этаже уже они спали, были их спальни. Вот так это выглядело. Интерьер, как он сохранился в 19 веке, например. И хотя советская власть исключила религиозное значение этих мест, именно благодаря ней комплекс Регистан был полностью восстановлен и укреплен, из-за чего в наши дни он предстает перед нами почти в том же виде, что и до разрухи и кризиса. Мы присели все-таки передохнуть, потому как очень-очень насыщенно в плане мест вот этих всех. И вот эти арки, которые вы видите позади меня, это все были учебные, как говорится, классы, да, где сидели ученики, естественно, мальчики, потому что все это существовало для мальчиков, причем для богатых. То есть эти религиозные школы, да, за них нужно еще было платить, естественно. Для девушек тоже появляются позже. Например, напротив площади Регистан тоже находилось раньше маленькое такое медресе для девушек, но оно было разрушено, и сейчас мы его не видим, даже остатков мы не видим. Сейчас там находится смотровая площадка. И сейчас уже внутри в основном находятся какие-то торговые лавки, где можно приобрести традиционные костюмы, где можно купить сувениры. Не могу сказать, что это как-то портит сильно, да, впечатление, но я думаю, что их как-то многовато. Можно было сделать чуть поменьше, потому как, например, если ты уже купил что-то, да, все, ты больше не хочешь, но ты ходишь внутри, потому что тебе интересно посмотреть, потому что ты купил билет, и уже потом это становится такой более навязчивой идеей, короче, вот. А так, невероятная красота. И хотя большую часть этих богато украшенных сооружений мы успели посмотреть при свете дня, нам пришлось сюда вернуться. Ведь каждый день примерно в 9 часов вечера стены медресе превращаются в настоящий кинотеатр, где показывают фильм с историей Узбекистана. Прийти на вечернее шоу может любой желающий. Люди побогаче платят за места в ложе прямо на площади. Ну а бюджетные туристы и местные созерцают все то же самое, стоя у подножья Регистана. Места тут точно хватит всем. Впечатленные грандиозным вечерним шоу, мы начинаем двигаться в сторону гостиницы, ощущая на себе все прелести местного климата. Единственный минус состоит в том, что вечером здесь становится реально прохладно. То есть днем здесь достаточно приятная температура, и в любое время года, ну, летом, конечно, жарко становится, но все равно можно находиться спокойно, но вечером становится холодно из-за того, что здесь горы, и приходится одеваться реально, как будто уже зима. То есть днем у тебя плюс 20, а вечером у тебя и ночью у тебя минус 20.
Несмотря на то, что Самарканд достаточно компактный город, все его удивительные стороны раскрыть за сутки просто нереально. Поэтому мы отправляемся в царство Морфея, чтобы на следующий день уже с новыми силами приступить к покорению этого древнего места. Друзья, если вы думали, что в Самарканде установлены мавзолеи и памятники только тем древним, великим и ужасным правителям, которые здесь были, то, конечно же, нет. Здесь установлен мавзолей тоже не менее великого и не менее могучего воина, а именно первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Он расположен здесь, на самой высокой точке города, и вовсе неспроста. Как говорят местные, это все для того, чтобы даже после своей смерти в нашем мире он мог до сих пор наблюдать за тем, как живет город и как живут его некогда подданные сколько угодно времени, как говорится, до бесконечности. А родился он как раз-таки здесь, в Самарканде. Мавзолей был установлен на этом месте в 2016 году, практически сразу после смерти первого президента независимого с 90-х годов прошлого века Узбекистана. Несмотря на то, что место давно стало публичным и открытым для посетителей, атмосфера сакральности и торжественности здесь все же явно присутствует. Ну что ж, вот он, друзья, тот самый мавзолей. Он находится, конечно же, под дополнительной охраной. Войти внутрь нельзя, то есть можно посмотреть снаружи. Выглядит он архитектурно вот так же, как и комплекс, который сзади меня. Ну и в целом вся конструкция, да, посмотрите, насколько она изысканная. То есть она напоминает какую-то смесь между узбекским национальным, да, орнаментом и каким-то японским, возможно, да. То есть само сооружение, оно такой квадратной формы и вот напоминает немножечко больше Азию, получается. Помимо причудливой архитектурной формы мечети, в глаза бросаются и археологические находки, которые обрамляют этот комплекс. Какие-то древние камни, и вот они хранятся здесь. Очень похожи, как будто вот надгробные, да, там, я не знаю. То есть видно, что на них вязь арабская, да, но всего остального мы не можем точно сказать. Да, вот здесь тоже, например. Или посмотрите на форму вот этого камня, да, интересного, то есть напоминает маковку, я не знаю, мечети или части мечети, в общем, очень интересно. Осмотрев это в какой-то степени священное место, мы отправляемся за пределы Самарканда, встречая по пути огромное количество мест, разрушающих стереотипы об этом городе. Вообще, друзья, судя по кадрам, которые вы видите, у вас может возникнуть такое ложное впечатление, что Узбекистан – это какая-нибудь там, значит, мусульманская, суннитская страна, да, потому что очень многие люди здесь ходят в хиджабах. Здесь же была открыта там первая мечеть в Советском Союзе, но это все неправда, потому как Самарканд – это очень многоконфессиональный город. Здесь находится огромное количество православных и католических храмов в том числе. И, конечно же, не забываем про известную общину бухарских евреев. Бухарские евреи называются так не потому, что они все жили в Бухаре как один, а потому что Бухаре это была область, которая захватывала и современный Самарканд тоже. Именно поэтому здесь находится огромное значительное еврейское наследие в том числе. Здесь есть еврейское кладбище, здесь есть еврейская община, которая живет по сей день, так сказать. И также здесь находится, конечно же, очень много еврейских домов, есть синагоги. И в связи с последними событиями очень многие евреи, которые уже переехали в Израиль, они вернулись сюда и сказали, что, значит, мы хотим жить здесь, потому как это место наших предков, скажем так. И что вы думаете, с ними сделали? Их приняли, то есть их не выгнали. Поэтому здесь уживаются все со всеми. Считается, что еврейская община появилась в этих местах еще в IV веке нашей эры, как одна из двух ветвей иранских евреев, которые впоследствии сформировались в отдельный субэтнос – бухарских евреев, проживающих сейчас в США, Израиле и других странах мира. Следы этой общины, разумеется, прослеживаются до сих пор и в современном Самарканде. Так, друзья, обратите внимание, мы сейчас находимся на еврейском кладбище. И открыто оно в те дни, когда не праздничные, как говорится, дни у евреев, у еврейской общины. И сегодня нам очень повезло, потому что сегодня оно было открыто.
и можно посмотреть, как оно выглядит. Интересно, что такая дружба народов и терпимость к различным племенам, этносам и религиозным предпочтениям – все это было неотъемлемой частью менталитета Самарканда с незапамятных времен. Об этом, например, свидетельствуют и новейшие археологические находки, полученные в ходе работ в пригороде Самарканда. Мы сейчас находимся в удивительном месте. Это в буквальном смысле подножие Самарканда. И на этом плато огромном, который находится позади меня, буквально вот недалеко, ученые, археологи недавно, буквально в конце прошлого века, сделали удивительное открытие. Они нашли целый дворец, примерно 8 века нашей эры, в котором сохранились многочисленные фрески, которые о многом нам могут свидетельствовать. Во-первых, о том, что здесь, в этом месте, этот город уже был тогда мультинациональным, мультикультурным, мультирелигиозным. Сюда приезжали послы как из Китая, из Японии. Здесь были различные зороастрийские культы, скажем так, вот та самая очень малочисленная религия, но не менее древняя от этого. Помимо мест, свидетельствующих о совместной работе представителей различных национальностей, здесь есть и священные для всех 3 авраамических религий места. Одним из них можно считать гробницу пророка Даниила, к которой мы и направляемся. Мы пришли все-таки до гробницы. Вот так она выглядит. Она очень-очень длинная. О, боже мой, не видно даже ни конца, ни края. Вот она какая. Гробница Ходжа Данияра в мусульманской традиции, Даниила в христианской и Даниэля в иудейской располагается в пригороде Самарканда рядом с рекой Сиаб. Сам Даниил, чье имя переводится как «Бог мой судья», был рожден на Святой Земле и являлся потомком царя Давида и Соломона, а также пророком. В старости он переехал в город Сузы, где и погребен в усыпальнице царей. Из-за того, что дух Даниила охраняет город от всех бед и приносит благополучие, Амир Тимур решил перевести часть его мощей в Самарканд, желая сделать этот город непобедимым. Так часть мощей пророка и оказалась здесь. Многие спрашивают, почему же это настолько длинная гробница? Там что, находится какой-нибудь гигант или мутант? А я вам отвечу, что это, конечно, неправда. Все дело в том, что Тимур, конечно же, кто же еще мог его сюда привезти, сюда перевез только лишь кисть руки этого пророка. И чтобы не было понятно другим людям, злоумышленникам, да, с какими-то пагубными намерениями навредить или украсть эту часть мощей, он решил сделать саркофаг настолько длинным, чтобы никто не мог знать наверняка, где находится эта часть руки, и никто не смог с ней ничего сделать. Как видите, судя по 2000-летнему существованию, ну, конечно, поменьше, но тем не менее, да, судя по такому длительному существованию, и судя по тому, что все это дошло до наших дней, идея осуществилась и сработала. Легенда гласит, что лошадь, или по другой версии верблюд, перевозивший мощи Даниила, остановилась именно здесь, в этом месте, где мы находимся, ударила копытом и сотворила чудо. На этом месте стал бить целебный источник, вода из которого считается кристально чистой и по сей день. Посмотрим, так ли это на самом деле. Так, ну что, идем пробовать мертвую воду, так называемую, да, потому что здесь находятся гробницы, и, соответственно, если ты пьешь тут воду, значит, наверное, пьешь источник такой вот специфический, в специфическом месте находится. Как вам водичка? Да, вот такая примерно. Не, ну в целом нормально, реально? Можно пить? Попробую сейчас тоже. Исследование мультикультурализма Самарканда – это, конечно, очень увлекательное занятие. Однако отказаться от исследования местной кухни, коронным блюдом которой, разумеется, считается плов, едва ли представляется возможным. Мы находимся в центре плова номер 1, то есть не номер 2. И на входе тут таблички всегда, значит, плов есть или плов закончился. Но нам очень повезло, потому что плов не закончился, он есть, как сказано было. И нам уже принесли, как только мы сели, уже лепешку, уже принесли целый поднос и сказали выбрать закуску к плову. И вот мы выбрали просто салатик. Вот. И цены очень-очень-очень доступные, друзья мои. Еще доступнее, чем в Ташкенте, между прочим. И, ну, вкус, сами понимаете, здесь не бывает невкусных кафе, здесь не бывает невкусной еды. Поэтому ждем с нетерпением. Наслаждаясь коронным блюдом Узбекистана, мы завершаем наше путешествие по Самарканду, городу, который поразит любого величием своих сооружений, богатой историей, знавших многих правителей и захватчиков, своим спокойствием, терпимостью и готовностью принять радушно любого, вне зависимости от вероисповедания или национальности. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, или если после его просмотра вам захотелось посетить Самарканд. Ну а мы поехали
Поехали изучать солнечный Узбекистан дальше. Пока-пока.